Китай предостерег страны от заключения торговых соглашений с США, способных нанести ущерб Пекину. В Министерстве торговли КНР говорится, что Китай уважает право государств самостоятельно решать споры с Вашингтоном, но готов жестко реагировать в случае угрозы своим национальным интересам. Как сообщает Bloomberg, США требуют от стран, на которые ранее Вашингтон наложил тарифы, сократить объемы торговли с Китаем и содействовать ограничению его экономического влияния. Кроме того, по данным агентства, экономические советники главы Белого дома Дональда Трампа рассматривают возможность введения так называемых вторичных пошлин против стран, поддерживающих тесные связи с Пекином. Китай уважает стремление всех сторон урегулировать свои экономические и торговые разногласия с Соединенными Штатами путем консультаций на разных уровнях. В частности, Китай решительно выступает против того, чтобы какая-либо сторона заключала сделки за счет Китая. Если такая ситуация возникнет, Китай никогда не смирится с ней и примет решительные ответные меры. Китай полон решимости и способен защитить свои права и интересы. Из публикации на сайте Министерства торговли Китая. 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из более чем 180 стран. По его словам, эти меры призваны защитить американскую экономику. В отношении Китая тариф составил 34%, однако Пекин ответил зеркальными мерами, и торговое противостояние быстро обострилось. Сейчас пошлины США на китайскую продукцию достигли 145%, а Китай, в свою очередь, обложил американские товары тарифами в 125%. Из-за обострения торговой войны между сторонами цены на золото подскочили до рекордного уровня. Ослабление доллара еще больше усилило рост, пишет агентство Reuters. Существует 3 внутренних риска. Первый – это неизбежный рост инфляции. Именно американские потребители несут бремя тарифов. Второй – финансовые рынки. Они только начинают в полной мере осознавать то разрушительное воздействие, которое тарифы оказывают на их бизнес-модели. Именно поэтому мы наблюдаем некоторые изменения или задержки в отдельных категориях тарифов. Третий – это рынок облигаций, потому что такая нестабильная тарифная политика заставляет мир терять доверие к доллару США и надежности американских казначейских обязательств. Глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования тарифных споров между странами. Однако, как сообщает Политика, это мешает другим дипломатическим усилиям по преодолению торговой войны. Американский Сенат до сих пор не утвердил кандидатуру посла в Китае. Белый дом не обращался в китайское посольство для начала официальных переговоров, а сам Трамп не назначил ответственного за их проведение. В Пекине с осторожностью воспринимают инициативу американского лидера, опасаясь утраты тактического преимущества. Особенно, если Трамп превратит встречу в публичное зрелище, резюмирует Политика. В такой ситуации Китаю остается лишь зеркально отвечать на действия США в вопросе тарифов и различных ограничений. Согласно соответствующим положениям закона КНР о борьбе с иностранными санкциями, Китай решил ввести санкции против американских конгрессменов, чиновников и руководителей неправительственных организаций, которые плохо ведут себя по вопросам, связанным с Гонконгом. И пока развязки в торговой войне США и Китая не видно, американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social объявил о требовании к странам, которые хотят избавиться от тарифов на импорт продукции. Как он отметил, самый легкий путь – приехать в Америку и начинать тут строить. Сейчас весь мир пытается понять, как себя вести, и смотрят, вот как раз США говорили о том, что вот Китай готов на разговоры, Китай пока готов отвечать зеркально на действия США, а многие другие страны, они как раз смотрят на реакцию Китая и пытаются, скажем так, для себя выбрать сторону в этой торговой войне, и пока вот у меня не складывается ощущение, что все выбирают сторону именно США. По крайней мере, многие берут время на, как говорится, подумать. И все же уже есть страны, которые заявили о готовности подписать торговое соглашение с американской администрацией. Это в частности Венгрия, а также Япония. Никита Скобликов для телеканала Freedom.